Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать коррекцию моей Анютки. У нас ноготки, которым уже почти 2 месяца без коррекции. У нас не просох предыдущий цветной материал, но вот эти вот кусочки повыкалывались буквально дня за 3 до того, как мы сели делать коррекцию. То есть месяцы не относились более чем нормально. Ну и, конечно же, поскольку Анютка пилит ногти, основные рабочие пальцы у нее опилку спиленные, поэтому там, где дырки в дизайне, это не потому, что дырки в дизайне повыкалывались, а потому что Аня спилила их опилочку. В общем, как обычно, переходим к подготовке натуральных ногтей. В данном случае, как обычно, отодвигаем кутикулу, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель. Все это отвечает за сцепление искусственного материала и натуральной ногтевой пластинки. Если один из этих этапов мы сделаем неправильно или недостаточно качественно, то, скорее всего, у нас пойдут отслойки. Итак, сегодня мы с вами будем делать коррекцию при помощи верхних форм. Очень многие у меня просили показать вам разницу между верхними формами. Я это дело сняла, но разница будет в следующем ролике. То есть, когда я буду монтировать вторую ручку, там я покажу разницу, какие верхние формы мне понравились и почему, объясню тоже. На этой же руке мы просто выполняем коррекцию при помощи верхних форм. Основной нюанс, который я для себя вытащила из этой техники, это то, что не стоит вот так слишком близко пихать к кутикуле верхнюю форму, потому что потом очень сложно выпилить материал из-под кутикулы. Но, тем не менее, на этой руке мы решили сделать аквариумный дизайн верхними формами. Все это теоретически должно было выглядеть следующим образом. То есть я выложила блесточки, подфиксировала их в лампе, и они должны были остаться в том месте, в котором я их заложила. Но почему-то получилось следующим образом, что я блестки выложила, я их на пальце расположила, но потом, когда опиливала поверхность ногтей, у меня, получается, все блестки спилились. Отсюда вывод. Смотрите, если мы будем подхватывать вот этот вот прозрачный материал в лампе, для того, чтобы наши блестки не бегали, не ездили, когда мы их прислоняем к ноготочку, то, к сожалению, создается очень большая лишняя толщина. И для того, чтобы убрать эту толщину, приходится практически снести пилкой весь аквариум, который мы выкладываем. А если же не зафиксировать этот прозрачный материал с блесточками в лампе, то блестки разъезжаются ближе к свободному краю. То есть каких-то вот таких вот сильно правильных конструкций, там полосок из блесточек или лунулы из блесточек, как в данном случае я хотела сделать, к сожалению, сделать не получится. Лучше всего просто набрасывать в верхнюю форму блестки, располагать их сразу в центре формы, и тогда они, если даже куда-то поедут, то это будет не критично. Мы же тем временем подготавливаем ноготочек к опилу. Изначально снимаем лишний материал фрезой и потом доводим пилочкой. Как обычно, пилочкой собираем материал, и именно этот мизинчик я сделала на те верхние формы, которые мне не совсем нравятся. Вот в следующем ролике я вам объясню, почему и как же так получилось. Мы же тем временем переходим к самой любимой части всего этого процесса. Мы делаем дизайн. В этом месте, если вы вдруг еще не подписались на канал, не забудьте подписаться, потому что на канале очень много интересных роликов, впереди будет еще больше. Например, мы разберем с вами разницу в верхних формах, поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, для того, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых эпизодов. Во, кстати, завтрашний ролик так и назову: верхние формы, эпизод 2. Но на самом деле это будет уже даже не второй эпизод, потому что на канале с верхними формами уже довольно-таки много информации. Уже можно собирать прям целый плейлист. Поэтому, если кого интересует,
посмотрите, ролики все так и называются, верхние формы. Забейте в поисковик, вам выйдет прям целый список. Мы же тем временем покрыли наши ноготочки гель-лаком цвета слоновой кости. Очень красивый оттенок, безумно здорово смотрится. Он и не белый, и в то же время очень светлый. В общем, тот гель-лак, который вам поможет создавать очень нежные и стильные дизайны. Номер навскидку не помню, но в описании постараюсь вам посмотреть и написать. И как я говорила, блесточки у нас практически полностью выпилились. Остался буквально-таки островок из блесток. И наша задача как мастера сделать морду кирпичом, сказать, что так было задумано, вот именно вот так вот я и хотела, чтобы получилось. И при помощи прорисовки, при помощи кисточки обыграть вот этот вот непонятно какой островок, превратить его в часть законченного дизайна. На самом деле ничего сложного. Берем кисточку, прорисовываем буквально несколько тонких линий, делаем из этого геометрический дизайн или, как в этом случае, делаем какую-то абстрактную композицию при помощи тонких и толстых прорисовок. И, в принципе, любое, даже самой непонятной формы пятно можно сделать таким образом, чтобы оно заиграло и чтобы дизайн на фоне этого пятна выглядел продуманным. И вот такое впечатление, как будто мы 3 года выдумывали этот дизайн, а не он сам у нас получился. На самом деле, открываю вам большой секрет для маленькой компании. Большинство моих дизайнов, в принципе, все мои дизайны получаются именно вот таким вот образом. Получается какое-то пятно, которое потом прорисовывается и превращается в законченный элемент. Поэтому для меня здесь ничего нового, ничего необычного, так я работаю постоянно. Тем временем нам показалось, что этого маловато. Вернее, не нам. Аня в этом месте кричала, что этого достаточно, а мне захотелось добавить еще светлых элементов. Для того, чтобы связать это все с покрытием настольных пальчиков. Покрытие у нас очень светленькое, а дизайн довольно-таки темный. Я решила добавить светлых вензелей. Давайте в комментариях устроим голосование, кто был больше прав, я или Аня. Можно было остановиться только на черной прорисовке или с вензелями все-таки поинтереснее. Пишем, я буду подсчитывать. Мы же тем временем мазковой кисточкой набрасываем для себя подмалевки под вензеля. Они у нас в мазковой технике, полупрозрачные, очень интересные. Потом тоненькой кистью добавляем прорисовки, получаем очень красивые, нежные, воздушные, такие себе фаянсовые вензельные элементы. Для того, чтобы подчеркнуть объем на наших ноготках, я перекрыла подмалевки финишным покрытием. Заодно я вижу, как блестит вот эти вот все блестки, которые у меня остались, и нужно ли их еще где-то закрывать, или можно оставить в таком виде, они уже хорошо смотрятся. И после перекрытия добавляю тонкой прорисовки. Вот тут никуда не спешим, получаем максимум удовольствия, выводим максимально тонкие красивые линии, делаем таким образом, чтобы это все не ругалось с предыдущими нашими зарисовками, а вливалось в окончательный дизайн и превращалось все в единое целое. В общем, делаем пару движений кистью, получаем готовый дизайн.
Итак, вот такие ноготочки у нас получились. Очень вкусные, очень красивые. Блестки переливаются всеми цветами радуги в толщине нашего материала. А вот эти вот светлые оттенки подчеркивают все происходящее. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы остались довольны, потому что мы довольны обе. В комментариях проведем голосование, подведем итоги, какая работа все-таки победила, что было лучше, с прорисовкой или без. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, всем до новых встреч, пока!